Ребята, доброе утро. Ой, я не вытащила наушник. Слушала интересное видео. Смотрите, что нам обещают. -7, -12. А сейчас +6. Это нам обещают 31 января. А сейчас у нас +6. И идет дождь. Я оделась, я иду. Я иду. Мне вчера, девчонки, спасибо вам большое, позвонили и сказали, где можно посмотреть вот эти вот снегоступы, ледоступы, ледоколы. Сейчас пойду посмотрю, если там они еще остались. Мне как раз, в принципе, ну, мне не совсем в ту сторону, но я туда схожу. И я должна купить пару пар, если все-таки я их увижу. Потому что вот после такого я представляю, что будет. Какое обледенение. Все, бегу. А Жорка ноет, что я его с собой не беру. Без четверти 9 нам выключили свет. Я не успела даже кофе сделать. Я его на таганочке делала. Это вот мое аварийное освещение. Ну, надеюсь, что в обед включат. Мне надо сегодня, девочки, сделать крылышки, потушить. Что не знаю, что готовить. Что вы там готовите? Напишите. Что вкусненькое. Уже булгур был, гречка была. Ну, все это с мясом. Плов был. Курица в духовке с картошкой была. Винегрет есть. Вчера сварила, дали свет, сварила вчера гороховый суп. Короче, слушайте, это я под шапку так расчесалась. Слушайте, я в шоке. -7 днем еще, так, ну, -12 ночью. А в Киеве капец, там вообще до 30 градусов. Ну, не 30, там -25. Дай бог, чтобы это было этой ошибкой, синаптической ошибкой. Чтобы на самом деле такого не было. Ну, куда людям вот такое еще на голову? Такой минус. Так, все, иду. Жорка грустит, но там дождь идет. Я его не возьму. Он здесь намокнет, замерзнет. Хотя +6. Но я сейчас выйду, посмотрю. Если совсем не капец-капецович, то это вот выйду. Сегодня спала хорошо. Голубь прилетел, девочки. Он хвост торчит. Прилетел голубь. Ходит там, ходит. Я вчера там что-то насыпала им. И вот 2 или 3 прилетают разных. Главное, чтобы они не рассказали остальным. Я потом окна не отмою. И буду иметь претензии от соседей. После того, как я им устроила тут завтраки на свежем воздухе. Так, все, друзья мои, бегу. И я еще, знаете, что думаю? Купить сегодня пару булок хлеба и нарезного. И засунуть в морозилку. Потому что вот эти дни с гололедом никуда ж не выйдешь. И как еще будут хлеб привозить? А хлеб – это основное, как говорил мой папа. Это основное. Так что, девчонки, мальчишки, всем доброе утро, хорошего дня, прекрасного настроения. Девочки, не поверите, мой рождественник здесь стоит в парадной, в прохладе. И уже 2 месяца, ну не 2 месяца, но месяц точно, никак не раскроет бутон. Он весь усыпан бутонами. Представляете? Сейчас я его, конечно же, сегодня занесу, наверное, на лоджию. Хотя, если здесь будет закрыта дверь, ему здесь тоже будет не холодно. Может, на лоджию занести его. Наверное, занесу на лоджию. Там светло. Как зацветет, да? Красавчик. Практически на каждой веточке, с каждой стороны у него бутончики. Видели такое? 30 января. Капец. Ну, такое, видите, наводнение. Если это все возьмется, конечно, морозом, представляете, что будет ночью и что будет завтра? Ну, естественно, эти лужи не высохнут. А уже вечером -3. Представляете? Вот это будет, конечно, капец.
Вот куда эти лужи денутся? Да никуда. Девочки, это ужас. Надо это все пережить. Я сегодня оделась, конечно, не так, как вчера тепло. Но сегодня, мне кажется, вообще очень промозгло, ребята. Мало вообще прохожих. Хотя, мне кажется, сегодня пока еще не скользко и не холодно. Надо запастись съестным. Ну, вижу, люди идут, да. Идут с сумками. Сегодня можно купить овощи, фрукты. Еще пока. Потому что завтра, если это все подмерзнет, будет нам, конечно, весело. Как у вас погода? У вас уже похолодало? Девочки, напишите. Уже подмораживает? Или еще нормально? Дождь у вас там не пошел? Напишите, кто в каком регионе, кто где живет. Вы откуда, мои зрители? С каких городов, с каких стран? Будет интересно почитать всем нам. По статистике, конечно, на этом канале лидирующий процент зрителей из Российской Федерации. На втором месте Украина, потом Germany. Ну и там дальше Франция, Польша. Фух. Кругом гул генераторов. Нету света. Вот в этом нашем большом пятаке. Квартале. Даже не в одном квартале, в нескольких. Что-то даже наша дорожка сегодня не торгует. Хотя, ну, есть торговля, но не такая активная, как в теплый солнечный день. Видите? На удивление, очень пусто. Червоный маркет зашла. Сейчас на кассе спрошу. Хотела горшки посмотреть для орхидей, но что я их не вижу. Видела, что можно на ноги подевать вот такие штуки. О, на большой размер. Чаек. 1001 ночь. Надо попробовать. Много чего интересного. Всяких шоколадок. Крупы. Гречка 49. Печень трески 200. Нема. Я спросила, говорю, а были они у вас, эти штуки, на сапоги? Девочки, это капец. Они говорят, у нас их и не было. Думаю, ну ладно. Иду дальше. В Авроре спрошу. По пути Аврора спрошу в Авроре. Короче, ужас. Ну вот надо купить, чтобы они у меня были. Чтобы лежали. И купила чаек. Не знаю. 70 с лишним гривен, но тут что-то, какие-то добавки. Меня заинтересовали васильки, какие-то оранжевые кусочки. Ну, наверное, с ароматизатором, я думаю, конечно же. Ай, блин, он зеленый, черный. А, там зеленый и черный. О, ребята, капец. Сейчас с этого квартала выйду, и не будет так громко. Девочки, нету нигде этих штук. В еще один магазинчик зашла, там где мелочи разные продаются. Женщина мне говорит, да нигде уже их нету. Все, говорит, раскупили еще в прошлый раз. И я себе думаю, носки мне в помощь, если вдруг я захочу выйти на улицу. Скільки той зимы, господи, скільки той зимы. Девочки, зашла в кошик. У них тоже такого ассортимента, такого вида товара тоже не было. Так что мне девчата писали, Аня, на розетке есть там где-то. То надо было заказать. Короче, надо прекращать эти поиски. Но я так по пути иду и как бы
Ну, где вижу такие магазинчики, там и спрашиваю. Правильно? Правильно. За спрос не ударят в нос. Ой, друзья мои, разбомблены склады с лекарствами. И многие лекарства исчезают из продажи. Вот это, конечно, капец. Надеюсь, что ситуация нормализуется. Но я вот сейчас пошла, последнюю пачку там купила. Уже больше нет у нас. Ну и в городе там пару мест осталось. Короче, у кого постоянный прием лекарств, это, конечно, тяжело. Надо иметь запас. Кто зависит от приема, у кого в семье есть такие члены семьи на постоянном приеме, это вообще очень тяжело. Так что вот так вот. Ситуевина, я вам скажу, ситуевина. Надо делать децентрализацию складов. Не создавать какие-то огромные склады, а делать склады более мелкие. Сейчас во всем нужна децентрализация. Девочки, вывела Жорку. Но он, конечно, уже весь красавчик. Жорочка, пошли. Пошли, дорогой, пошли. Весь мокрый и грязный. Жорка сушится. Покупала, фен не работает. Так он теперь высыхает на бегу. Да, Жор? Давай, давай, давай. Играйся, быстрее высохнешь. Носится, носится. Я совсем забыла, что если я его покупаю, света нет, то не будет фена не будет. Давай, иди сюда. Около батареи вот там сиди. Сиди возле радиатора, грейся. Ребят, на улице вроде тепло, а я что-то замерзла. Что будем делать дальше, когда температура начнет снижаться? Что у меня какая-то паническая атака из-за предстоящих холодов. Ну просто не хочется опять вот это вот мороз. Не дай бог, если обстрелы начнутся, опять проблемы с отоплением. Хотя там кто-то что-то с кем-то договорился, или это опять за нас водят. Ну, дай бог, дай бог. Девочки, открыла я чай этот, пью. Здесь такие, смотрите, прям крупные листья чая, прям зеленого. Они развернулись, классные. Ну, конечно же, есть ароматизатор, не без него. Это вам покажу. И кусочки фруктов. Они не перечислены какие. Девочки, извиняюсь. Вот, смотрите. Что-то зелененькое, что-то беленькое. 1001 ночь. Черный, зеленый. Чай зеленый, чай черный. Крупнолистовой. С шматочками фруктов и ароматизатором. Может быть, здесь написано, какие шматочки фруктов, но очень-очень мелко. Ну, такой прикольный. Мне понравился. Ароматизатор аж вообще. Світла нема. Поки що нема світла. Уже 2 часа. Девочки, это без четверти 9 выключили. И вот сейчас сказала без четверти 9, а у нас сейчас на английском, ну, то, что я вот это занимаюсь, у нас там сейчас мы циферблаты разбираем. И у меня сразу в голове без четверти 9. Квоте past 9. Да? Без четверти 9. Квоте past 9. Или это после, подожди. Two. Квоты to 9. Я с вами сейчас буду домашнее задание делать. Ой. А сейчас уже 2 часа. Короче, вот так вот. Да, надо английским заняться. Сегодня уже пятница, а я еще не занималась английским. Смотрю сейчас видео на YouTube про то, как вести YouTube канал.
его про тренд, не то что про тренды, про новые правила на YouTube. И вот сейчас, получается, YouTube будет фильтровать каналы с лицом отдельно и каналы без лица. Потому что сильно много мусора на YouTube. Вот это нейронкой созданное, все вот это непонятное. И вот это вот будет фильтроваться, должен быть аутентичный контент, то есть должен быть голос неповторимый, лицо неповторимое, понимаете? Неповторимый контент, девочки. Это хорошо, с одной стороны. И будет лучше продвигаться контент с лицом. Это вот для тех, кто думает о канале своем. Так что стесняться не стоит. Вот так вот. Людям уже, знаете, все вже набридло оце, вот эти и. Я другой раз, девочки, сама открываю или шорты, или вот это в основном в шортах и в ТикТоке. И я за чистую монету смотрю, ребенок танцует, такой маленький, года 1,5-2, даже меньше, ну, на вид. Он такое вытворяет, такая пластика, это вот, я рот открыла, смотрю, мужу говорю, мужа толкаю, говорю, смотри, смотри, что делается. Это, и вот так научили. Он на меня так смотрит, говорит, мать, ты что, совсем, говорит, ты что, не видишь, что это искусственный интеллект? Я такая смотрю, то по какие-то фрукты, то какие-то места обалденные. Ну, такое какое-то все, знаете. И я другой раз купляюсь на это. Покупаюсь. В общем, я другой раз это за реальность воспринимаю. Но так же нельзя вот так вот обманываться. Это же вообще какое-то искажение идет мира, понимаете? Через такие вот искусственно интеллектом созданные вот эти вот. А как они берут любого известного человека и все с помощью программ, ему речь там, какую хотите. Люди думают, что это действительно человек это высказал, а он такого, он и не знал, и близко такого не думал, понимаете? Очень такие опасные вещи, как бы человека там уже захейтили за то, что кто-то создал вот такую вот игрушку. Представляете? Вот такие себе технологии. Все, девочки, допиваю чай. Я же хочу сделать ужин. Я сегодня уже набегалась, уже больше не хочу никуда идти. Ну, разве что вечером на прогулку. Так я свои ледоходы не купила. Лед тронулся. Уже скоро, блядь, я не знаю, тут будет у нас все во льду, не будет, я не знаю. Но я буду сидеть дома. Или в носках. У меня там есть зеленые носки с Санта-Клаусом. Вот то одену, буду ходить по улицам Одессы. Ну, а что делать? Главное не поскользнуться. Девочки, смотрите там аккуратно. Я очень надеюсь, что у нас вот это все просохнет. Очень надеюсь. Девочки, вы знаете, что я любитель орхидей. У меня есть одна орхидея, которую я так долго, много лет восстанавливала. Сейчас я ее достану, вам покажу. Она наконец-то расцвела. Умрете от смеха. Короче, ребята, хоть это не орхидейный канал, но я вчера пищала, визжала так, от удовольствия. Посмотрите на эту прелесть. Эта орхидея называется, кто не в теме, мини-марк. Так вот, видите, она у меня в камешках растет. Сейчас и здесь про орхидеи начнем, девочки. Короче говоря, я столько лет... Она у меня один раз процвела, я ее купила с рук на OLX, она у меня один раз процвела. Я такие восторженные видео сняла, все класс, любовалась, все классно. Она потом взяла и сдохла. Это вот, короче, уже она себя через много лет, через детку восстановила, скажем так. И вот первое цветение. Боже, чтобы вы понимали, цветок меньше сантиметра в диаметре. Это я вам так увеличиваю в камеру. Он не пахнет. Но счастья не было предела. А вы говорите, надо позитив. Меня ругают за позитив. Некоторые пишут, что типа, что это такое позитив? Проплаченный. Короче говоря, вот этому, даже вот этому цветочку надо радоваться. Не потому, что там сойдете с ума, не сойдете с ума. Это вообще взгляд на окружающую ситуацию. Может быть, действительно для того, чтобы не сойти с ума.
Не надо без конца смотреть эти новости бесконечные, там, слушать. Да, я иногда включаю марафон, потому что мне скучно вот это вот, что-то готовлю. Говорю, ой, что-то у нас, говорю, кабельное заплачено, надо включить, что там вообще по телевизору, прогреть телевизор. Включаю, там по всем каналам марафон. Но мне главное, они хорошо, что они тревогу показывают. Вот если тревога, карту тревог, то ты в курсе, что происходит. Ну, какие-то новости там узнать. Все же можно фильтровать, ребят. А специально я его не смотрю. То мне там упрекнули в комментариях, что я марафон смотрю. Она смотрит марафон. Спасаетесь все. Господи. Мне, знаете, какие передачи по выходным нравятся с утра? Там, где готовят и путешествия показывают. Вот прям вот утром встаешь, там на выходные там какие-то блинчики заводишь, какие-то оладушки, и включаешь, и там, если есть что-то про путешествия, с Дмитрием Комаровым, например, класс, да? Какие-то там он залезет в какую-то, прям, я не знаю, отдаленную местность и рассказывает. Мне нравится, когда он в гости в какое-то племя придет. Ну, это раньше были старые выпуски. Так здорово, так интересно. Надо отвлекаться, ребят. Вот видите, что у меня есть. Вот так, вот так вот. У кого такое есть? Пишите в комментариях, ставьте лайк. У меня, смотрите, здесь 2 цветочка, а здесь еще 1 бутончик. Если мы не замерзнем этой зимой, то, в общем-то, будет на кого полюбоваться. Ну, у меня тут есть на кого полюбоваться, вы же знаете. Так, все, всех обнимаю. Мне прям интересно, я наблюдаю, как температура меняется. Девочки, пока держится в 6 градусов. Вот обед 6 градусов. Мне интересно, когда начнет падать температура. Наверное, часа в 4, мне так кажется. Все, пошла я обучаться Ютубу. Ну, не то, что обучаться, а новости по Ютубу смотреть. И новости про Ютуб. Что они там надумали в 26-м году. Очень интересно. Ой, канал, я вам скажу, как называется, который я смотрю. Жага до Ютубу. По-моему, Жага Ютуб так называется. Кстати, украиномовный контент. И чтобы вы понимали, вот я смотрю. Видите? Очень симпатичный ведущий. Так, все. Всем хорошего вечера, мирного вечера, мирной ночи, девочки. До встречи на канале. Так, в комментариях там, кто злюки, не злитесь. Заряжайтесь позитивом, не злитесь. Пишут всякие глупости. Ой. Да, мы такие грязные пришли с прогулки. Жорку помыла прям, полностью покупала, полностью. И фен не могу включить, нету электричества. Мне сын говорит младший: мама, у нас же розетка есть от инвертора. Я говорю: ты шо, говорю, такое нельзя включать. Сразу говорю, там начнет, говорю, все мигать, и он начнет пищать. Говорю: ты что? Говорю, сам, говорю, смотри, не включи, ничего такого. Надо плов делать, девочки. Короче, наш график непонятный. Он все дальше и дальше отодвигается ближе к ночи. А ужин никто не отодвигает. Вот так вот. До надзвичайної ситуації. Перевірте укриття, зарядіть павербанки та зарядні станції. Із такою заявою звернувся до містян вчора Андрій Садовий. Також мер закликає зробити базовий запас продуктів, води та ліків, а також з'ясувати, чи є в будинку люди з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися. Ворог може скористатися найближчими морозами і знову вдарити по критичній інфраструктурі. Також міська рада Львова звернулася до супермаркетів та аптек з проханням зробити запас товарів щонайменше на 2 тижні. Зокрема, запас продуктів та лікарських засобів, логістичне постачання пального для генераторів.
можливість працювати з готівкою в разі відсутності світла та інтернету. Торгові заклади також можуть долучатися до загальноміської мережі пунктів незламності. Мережа близенько магазинів вже зголосилася стати таким пунктом. Це означає, що навіть у холод і темряву люди зможуть купити їжу, воду та необхідні медикаменти, а також Короче, Львів готується до морозів і до атак. Енергетичне перемир'я вже вступило в дію на тиждень. Да? Или еще не вступило? Что-то я не поняла. і таких коментарів. А я хочу перемирия, а я прошу перемирия. Кто без тебя в этом мире? Расскажи, как внутри помирить две половины души. А я... Капец. Это ТикТок, это не я.